Алло, девушка, я хочу в Коломну посетить этот старинный город. Что посоветуете, когда ехать? Ну, понятно, такси или электричка. У вас есть опция «Друзья»? Ну, на ваше усмотрение. Желательно с машиной. Пара, естественно, женатая. Ну, может, не женатая. Угу. Все, пожалуйста, тогда. Что надо сделать? Доехать до Бронниц? Понял? Можно с вами познакомиться? Девушка, я прибыл. Какой автомобиль? Наверное, они. Владимир и Ирина, да? Ребят, мы не знакомы, Володя меня зовут. Вот с малознакомыми людьми мы подъезжаем к Коломне. Мы уже очень хорошо познакомились. Конкавирсы какие тренируются. Вот мы подъезжаем. Ребят, сейчас я вам все покажу. Все покажу, надеюсь. Если я не зайду, рульки вверх. Видимо, позже я вам покажу Коломну. Через пару часов. Да. Бедняга. Ребят, на его месте должен был быть я. Напьешься будешь. Давайте грузить. Вот на жизнь блогера. Солнечный день просидели в кабаке, а идем снимать вот такой вот хрень. Ребят, в Кремле раньше было 12 или 13 башен, осталось 7. Ребята, задолбали вот эти... Пришли Коломну посмотреть, что происходит. Алкоголизм. Черти что. Как Ну ты вот. все Я вам не происходит, что ты Я любишь. боюсь, я вам не покажу Коломну. Я Покажешь, старался. А вы знаете, Коломна, когда основана 1100 какой-то, 44 либо 23? Идиот! Ну или 27, ну неважно. Преподаватель вы супер. Рассказываю. Коломна. Ага. Коломна. Коломна. Значит, откуда это название? Ага. Я просто, можно для зрителей? Давай, С вами-то мы уже А все мы должны понятно. заткнуться или что нам? Нет, вы нам можете восхищаться комментировать, да, можно. восхищаться. Давай, Вы можете давай. восхищаться. О, Владимир! О, Владимир, о, Сегодня вечер знаток был Коломны. супер, был супер. Короче, заткнитесь все. Ладно, давай. Ребят, значит, омывает Ока, Москва и какая-то еще река, но неважно, где-то на каком-то береге реки был... Береги реки был рынок. Ага. По-старорусски это Менко. Минко. Менко. Короче, около Менко. Менко. Все. Не О, сожрали Менко. Коломенка. Коломна. Вот я такой умный, вот эти алкаши. Это А я умный. Вот и все. молодец. Молодец. Stepping on the scene, I gotta stir it up. I'm the one you need, so what you searching for? High and low, domino. I can lay 'em down all in a row. Walking on the waves all through the coast. Cooler than the shade, ain't that how it goes? Round 'em up, now double up. Promise you will see that I'm the only one.
электрички. Девочка спит. Девушка? Она мне так понравилась. Она мне понравилась? Я ее забрал. Забрал. Да. Спасите, пожалуйста. Надоело смотреть эти города старинные. Я не могу ходить в одном и том же. Around town, I gotta light it up. Try to make a sound, but it just ain't enough. Let 'em know, maybe so. I can see they got a long way to go. Кстати, мы должны здесь попробовать медовуху, ребят. Давайте. Медовуха нам надо. Вы знаете, откуда слово пастила? Она же здесь родилась, что в курсе? Она была раньше не пастила, а постила. Раскатывали на определенных досках. Была постила. Надо медовуху, ребята, срочно. Где? Давайте махнем медовушечки. Коломенский патефон. Won't you tell me what you need? I can give you what you want. Let's just have a little fun. Oh, you've been looking at it all along. Can't nobody do it like me. Hey, can't nobody do it like me. Can't nobody do it. Can't nobody do it like me. Ребят, коломенский сидр. Правильно? Это прям коломенский. Да, прям тут такой прям. А вы можете мне подсказать, где здесь пивоварня коломенская? А интернет? Ничего не Я говорит? понял, спасибо. Речь идет о коломенской пивоварне, которая находится в 9 километрах отсюда. Я являюсь любителем хорошего пива, в частности бельгийского. В Германии и Чехии тоже очень вкусное, но только на пивоварнях, либо в пабах при них. Когда тебе наливают из бочки, самотеком. Но после закрытия границ пришлось присмотреться к нашему крафтовому. Не к тому пойлу, которым завалены супермаркеты и мелкие магазины, а к нормальному от частных пивоварен. Как мне сказал барышня, в подобной пивоварне в Питере, кстати, тоже скоро на моем канале будет обзор по северной столице, пивоварни и пабы, парадные и те места, о которых многие даже не слышали. Так вот, она мне сказала, Бельгия – это эталон и стандарт качества, а наш крафт – это эксперимент. Я вам так скажу, подсела я на него капитально. Моего любимого ИПА огромный выбор из разных городов. Теперь в каждом городе, который я посещаю, стараюсь найти пивоварни и отведать местные сорта. В общем, до коломенской пивоварни мы не доехали, время было уже позднее, а на Google картах я увидел только здание по этому адресу. Есть рядом магазин «Пивной двор», но у меня сомнения, что оно там продается. Видимо, сразу расходится по специализированным магазинам. Ты сейчас продавец у Наташи. А это прям вот в Коломне варится? Да. Сидр. Что, попробуем? Конечно. Давай. Вы что, обалдели? Обязательно. Коломенский сидр каменный. Сейчас все расскажу. Идите туда, Самый вот дешевый на 550 рублей. На самом деле. Конечно. Я Ау. уверена, что говно. А, он пастила, кстати, да. Мы сейчас пастилой закусим. Ребята, коломенская пастила, пироги. Здесь и стаканчики возможно. Ой, давай вот такую хочу попробовать. А я вот такую Кофейную. хочу, вот такую шоколадку. Вот такую? Да. Попробовать? На чипсы грейпфрут. Не надо. Ну не надо. Давай ее тут же возьмем сейчас медовух. Нет. Стой, сыр. Почему? Вот она здесь продается. 310, давай возьмем. Так, брусничные. Пока мы не начали дегустировать алкогольную продукцию, данное действие будет происходить чуть позже, на месте, где когда-то находились Мельничьи ворота. Я поведаю вам об истории города, Коломенского Кремля и некоторых интересных фактах. Женский Брусинский монастырь встречает нас по дороге к Кремлевским стенам от улицы Кремлевская. Название свое получил из-за материала, из которого он строился – бруса. Именно отсюда подземный ход вел к Успенскому собору, а от него – Пятницким воротам, а затем в Посад. Здесь, на Девичьем поле, Иван Грозный собрал войско. Отсюда направился на покорение Казани. В память об этой победе была построена шатровая Успенская церковь. Кстати, фильм о взятии Казани и о самом Иване IV с невероятными фактами вы можете посмотреть на моем канале. Сразу скажу, что имеющиеся сегодня русские летописи были изготовлены в 17-18 веках в узком кругу лиц, в основном иностранцев, допущенных Романовым.
середине 17 столетия город потерял военно-оборонительный статус, содержание Кремля стало нерентабельным, и он стал постепенно разрушаться и разбираться местными жителями до возведения гражданских зданий. Это стало причиной недовольства Екатерины, хотя в целом визит в Коломну ее чрезвычайно порадовал. Императрица пожаловала городу давно заслуженный герб и прислала сюда казаков для переустройства города. В результате Коломна приобрела вот эти башенки. Процесс разрушения Коломенского Кремля был остановлен специальным указом императора Николая I, но к тому времени, 1826 год, существенная часть укреплений уже была потеряна. Ныне сохранились целиком 7 башен, 1 прясло и 2 участка стены. Коломна много раз горела, поэтому в 1525 году началось строительство каменного Кремля, который был завершен в рекордно короткий срок – 6 лет. Коломенский Кремль, второй по величине Кремль в России после Московского, имел 16 башен. 2-километровые крепостные стены высотой в среднем 20 метров, толщиной до 4,5 метра. Свою оборонную функцию Кремль исполнял четко. Со времени его строительства город ни разу не был взят врагом. Только обманом польская авантюристка Марина Мнишек, жена Лжедмитрия I, превратившаяся в Лжедмитрия II. Кстати, она единственная женщина, коронованная в России до Екатерины I. На правах царицы впустила в город сборные польско-казацкие полки во главе со своим защитником и любовником донским атаманом Иваном Заруцким, велев снять с Пятницкой башни массивные створчатые ворота и двойные герцы, подъемные решетки, после чего воинство разграбило город. Перед бегством в Рязань, а затем в Астрахань, награбленные сокровища сложили в вырытую яму, накрыли теми самыми створами Пятницких ворот, и Марина заколдовала клад, и с тех пор всякий, кто пытался его отыскать, сходил с ума. В конце июля 1614 года Заруцкий и трехлетний царевич Иоанн Дмитриевич были казнены. Что же касается судьбы Марины, то здесь начинаются загадки. Русские послы сообщили польскому правительству, что Мнишек умерла на Москве от болезни и от тоски по своей воле. Согласно другим источникам, ее повесили либо утопили. Однако существует устойчивая версия, что она была заключена в этой круглой наугольной башне, где и скончалась в 1614 году. С тех пор эту башню нарекают Маринкиной. Говорят, душа ее могла оборачиваться вороной и ночью улетала на свободу из бойницы, в то время как тело оставалось в башне. Ночью стрельцы-охранники окропили темницу святой водой. Рвется ворона в башню и не может войти, святая вода не пускает. Бездыханное тело схоронили в подземельях, а душа царицы до сих пор мечется в Коломенском небе и не может найти упокоения. Впрочем, монахини Бурусинского монастыря рассказывали, что содержали пленницу не в Коломенской башне, а в соседней, Грановитой, еще одной сохранившейся башне, она же оружейная. Но сотрудники музея-заповедника Коломенский Кремль утверждают, что вранье вьется лишь вокруг Маринкиной башни, а к другим не подлетает. Зона отдыха такая шикарная, с лежаками, с деревянными настилами, очень классно. Очень классно. Вон еще одна башенка. Вторая версия, что она сбежала через ход из башни, который действительно существует, и ведет он через реку к Новогалутиному монастырю, прочь из города. Говорят, что создан он был, чтобы в случае взятия Кремля врагом вывести людей из города. Каждая крупная башня имела отводные галереи, так называемые слухи. Во время осады в них сидели специальные люди, чтобы слушать, не идет ли подкоп. В этом случае можно было заложить контрмину и взорвать врагов. Любопытно, что и в Маринкиной, и Грановидной башне остались заложенные проходы в эти подземелья. Был Коломенский Кремль, выглядел деревянный, который спалили. Существует несколько версий о происхождении названия города. По одной, которую я уже озвучил, имя дала река Коломенка. Кстати, те самые финно-угорские племена, которые в древности заселяли эти места, дали названием рекам Москва, Ока. На одном из местных языков корень «кол» – рыба и «ва» – река, то есть «колва» – рыбная река, что вполне возможно, ведь Коломна стоит на пересечении 3 рек. По другой – сама Ока, называемая в древности Ка. В этой местности Ока делает сильные изгибы, как будто ломается. Так и появилась Ка ломаная. По аналогии возникают имена Ка луговая Калуга или Ка широкая Кашира. Третья версия связывает имя города с рязанским Коломень, что значит граница. Четвертая версия утверждает, что название Коломни дала находившаяся рядом каменоломня. А одна забавная легенда связывает название с боевым кличем его защитников Колом на. Искренность, доверие. Это как встреча на Эльбе, думаешь, будет? Слушай, круто вообще. Блин, никто не прочитает, что здесь. Сейчас я кого-нибудь поймаю, подожди. Ой, сейчас нам воды лежит у нас будет. Ой, смотри какая. 1902 год. Нифига себе, надо сфоткать. Где? Ага.
Это какой год? А вы уверены? Да, может, Нет. попробуйте воду на вкус хотя Я бы? думаю, что она будет хорошая. Уверены? Не уверена, но пить хочется. Решили привал сделать. Отведать все. И медовуху, и сидр. Человек за рулем. Я не открою, честно скажу. Он ее поломал и не хочет открывать. А почему я поломал, если у меня сильные руки? Почему я поломал? Ну тогда открой А сильными как мне это руками. сделать, ёпт? Сильные Дай тряпку руки, но какую-нибудь. Дай... Слабая голова. Можно комментарий? Как вам? Говнище страшное. Можно, подожди, я пересниму. Как вам? Говнище ужасное. Еще раз попытка. Замените слово говнище на другое. Очень неприятный продукт, знаете. Ребят, уксус, реально уксус. Ну, Юльку нравится, все равно, что пить. Да, потому что я общаюсь с Володей, мне уже все равно, что пить. Вот молодец, человек, Спортсмен. спортсмен. Единственный, кто отказался. А мы говорим, что говно и пьем. Вот, посмотрите. Может быть, взять, конечно, который... 800, Это да, за 800, это самый молодой. 550 рублей, блядь, уксус купить газированный. Ёб твою мать, а. Не месяц запикивать, Ой, слушай. простите. Простите, ну что, Дорогие зрители. немножко говновато и немножко похож на уксус, так все хорошо. Так, все, давайте открываем медовуху. Что, выливаем это? Ой, говно вообще невозможно. Все, открывай, Вован. Медовуху открой. А что, выливаем, да? Да. Да неужели говно такое пить? Слушай, ну зато я считаю, лучше попробовать. Слушай, я согласна Ну вообще с тобой. сидр, он вкусный. Почему? Да, это просто говняшка, ребят, реально. Дорогой. За 5 минут долететь. Я выкидываю? Да. Дорогой, реально, дорогой. Дорогой, Он реально другой говно. чуть-чуть. Нет. Я пил сидр, поверь мне. Слушай, за сидр 500 рублей они могли бы хотя бы не уксус Давай, Вован, налить. наливай. Хотя бы не уксус налить. Это, по-моему, брусника. Марганцовочка. Так, подожди, дубль 2. Дубль 2. Видишь, а мы купили. Дубль 2. Давай марганцовочки. Не та медовуха, как я пил в Суздале, не та. Дегустация номер 2. Очень легкая какая-то. Очень легкая. Нету плотности вот этой медовушной. Послевкусие, Вообще мне вода кажется. какая-то, да? Ну вода. Ну мне между кажется, нами. Ты знаешь, Алкоголя по нету. сравнению с сидром, Вов, это великолепно. Это великолепно. Это как сок, Вова, можешь смело пить. Прекрасный напиток, прекрасный. Тут нет 5,5. Подсластили. Конечно, как? 1 и 2. 1 и 3, я бы ноль. сказал. Да? Ну, Короче, не покупайте что в пластиковых вот написано-то? этих бутылках фигню эту. Второе говно такое тоже не покупайте. Да чё ж хороший Забирай напиток, свои скажи. слова назад. Легкое нахлобучение. Легкое нахлобучение есть. Вот нас торкнуло, ребят, с литра нормально. А был литр, да? Человек вообще в Суздале оказался. Я в Суздале, ребят, у меня все окей. Нету плотности. Вот, Нету плотности, но вот нахлобучение. все вопросы, да. Все. На этом алкогольный канал заканчивает свою работу. Я надеюсь, я не небо снимаю. Чем бы его уплотнить? Помойку? Пока, сидор. Невкусный. Хотя мы, может быть, еще вернемся, да? Все возможно. Можем вернуться. Это наше, имеем право. Участок стены вдоль набережных Коломенки и Москвы-реки отсутствует, а прежде здесь было целых 7 башен, или все-таки 8, если посчитать масштабную специализированную постройку тайник, защищавшую и прикрывающую путь к воде в случае осады, который находился рядом с Воскресенской башней, она же Тайницкая. И это значит, что башен было 17. Человек подрабатывает фотографом, по-моему, рублей 50 в минуту. А сколько вы берете за фото? Господи, любительское фото. На главной площади, Соборной, находится главный собор города, Успенский. Из-за толщины стен внутри собор гораздо меньше, чем Воскресенская церковь. Также на Соборной площади установлен памятник основателям славянской письменности Кириллу и Мефодию, предполагавшийся изначально для Москвы. Слушай, как много. Здесь вообще здесь 420 памятников старины, представляешь? Стрижи какие-то.
Коломна несколько раз становилась предметом спора московских и рязанских князей и несколько раз меняла свою принадлежность. Именно отсюда в 1380 году Дмитрий Донской, чей конный памятник стоит перед стеной Кремля с открыточного вида, начал свой путь на Куликово поле. И именно здесь, в январе 1366 года, в деревянном храме, на месте которого сейчас стоит храм Вознесения Славущего на Соборной площади, состоялось венчание 16-летнего Дмитрия Московского и 13-летней Евдокии Суздальской. Но почему таинство произошло именно в Коломне? А дело в том, что тогда это был стратегический центр, ничем не уступающий Москве, что называется Соцарственный град. К тому же столица была опустошена чумой и страшным пожаром, а резиденция в Коломне оставалась нетронутой. Интересный факт. Во времена монголо-татарского ига Коломна отдавала самую большую дань для Орды – целых 342 рубля. В наше время проезд на электричке от Казанского вокзала города Москвы в Коломну 312 рублей в одну сторону. А вот и главные ворота, Пятницкие, ведущие на Посад. Дом Ахматовой какой-то из них, вот похоже, вот. Посвящены они Параскевье Пятнице, покровительнице купцов и торговли. Почему главные? Потому как основное укрепление надвратной башни возвышалось над самым опасным местом – Владимирской дорогой. Здесь находились деревянные ворота, в которые в 1380 году въезжал в крепость Дмитрий Донской. Посему именно отсюда началось строительство цитадели. Возле этих ворот находится Коломенский Китеж. Когда монголы в 1238 году стали восходить на стены беззащитной крепости, то коломенцы, ища спасения в храме, взмолились, чтобы церковь избегла поругания, и на глазах изумленных захватчиков храм погрузился под землю. С тех пор, говорят, длится там в глубине невидимая литургия, и можно было в древности, приложив ухо к земле, слышать звон подземного колокола. Это стоят люди за бубликом, за калачами, представляешь, какая популярность? Вот так вот. Ребят, ну чего, погуляли? Ир, скажи, как ты? Мне это прям замечательно, я очень люблю по Суздалю гулять. Мы в Коломне, Ир, напоминаю немножко. Ребята, это не наигранная ситуация. Человек в Суздале же минимум как час. Но это не дающая по шарам медовуха. То есть антиреклама. Я уверена в Суздале, понимаете? Поехали в Все, пока. В разные. Не закончил еще, ребята. Блин. Вот теперь пока. Вот теперь пока. Все.